Официально Северо-Западный федеральный округ включает довольно большую территорию. Однако мы будем говорить только о самом крайнем северо-западе, том, который находится на границе между Россией и Европой. Это 3 региона – Калининградская область, Псковская область и Республика Карелия. Может показаться, что эти 3 территории ничего не объединяет. Они даже находятся друг от друга довольно далеко. Исконно славянский город Псков – место, где 1000 лет назад зарождалась русская демократия. Карелия. Здесь всегда важную роль играли связи с Финляндией и финно-угорское население. И, наконец, немецкий город Кёнигсберг, оказавшийся частью России вообще только в 1945 году и превратившийся в Калининград. Общее у всех этих регионов одно – расположение на границе России и Европы, Запада и Востока. Северо-западный регион граничит с 5 другими странами. Здесь идет постоянный культурный обмен с Европой, а границы проходят поверх семей. Родственники ходят друг к другу в гости из одной страны в другую. Поездки из Карелии в Финляндию или из Псковской области в Эстонию, не говоря уже про Калининград, от которого до Польши можно дойти пешком, часть повседневности. Если посмотреть на статистику, пересечение российской границы по-прежнему крайне редкое событие в жизни большинства россиян. На северо-западе же этим никого не удивишь. Это территория, где происходит постоянный обмен товарами и идеями. Так сложилось еще в средние века. Те же Новгород и Псков имели не меньше торговых сношений с ганзейскими городами Скандинавии и Германии, чем со своими соседними славянами. Сейчас Калининградская область занимает 4-е место по импорту товаров в России. Впереди только Москва, Московская область и Петербург. Отношение Москвы к северо-западу менялось вместе с изменением государственной политики. Еще 10 лет назад регион был пространством активного сотрудничества с соседями, а в последнее время власти рассматривают его чуть ли не как линию обороны. Контакты с соседними странами почти полностью контролируются государством. Это же касается общественных и экологических проектов. Европа, несмотря на оборонительную позицию России, обещает деньги на развитие. Огромный торговый, транспортный и туристический потенциал Северо-Запада крайне медленно осваивается в рамках официальной политики. При этом на Северо-Западе мало полезных ископаемых, а климат не способствует процветанию сельского хозяйства. Все 3 региона не отличаются высокими экономическими показателями по сравнению с другими областями России. Валовой региональный продукт Калининградской области в 36 раз меньше, чем у Москвы, Карелии – в 60, а Псковской области – в 97. Когда нефти и чернозема мало, главным капиталом становятся люди. Круг вопросов, которыми занимаются общественные организации, очень широк. От сохранения лесов в Карелии до восстановления старинной немецкой архитектуры в Калининграде. Однако государственный курс на изоляцию лишает Северо-Запад главного его преимущества – географического, и обрекает на статус умирающей провинции. В ближайшие годы этой территории предстоит сделать выбор – стать ли Северо-Западу процветающим регионом или превратиться в военизированную окраину.